Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Рада вас всех приветствовать. Сегодня я вам предлагаю приготовить замечательное слоеное дрожжевое тесто, которое подходит для любой выпечки. Изделие получается из него очень воздушный, мягкий и вкусный. Итак, начинаем. Для этого нам понадобится 1 чайная ложка соли, 1 столовая ложка сахара, 9 грамм сухих дрожжей, масло сливочное 250 грамм комнатной температуры, 2 столовые ложки любого растительного масла, 100 грамм воды, 100 грамм молока и примерно 400 грамм муки. Количество муки зависит от сорта и качества, от влажности. 100 грамм теплой воды, 100 грамм теплого молока. Добавляем сахар, дрожжи и все хорошо перемешать до полного растворения дрожжей. Этим рецептом я пользуюсь уже больше 30 лет. И это единственный, пожалуй, рецепт, который я не хочу менять и не хочу пробовать что-то другое. Он ни разу меня не подводил. Соль, подсолнечное масло, еще раз все хорошо перемешать. 2 столовые ложки подсолнечного масла – это примерно 30-40 грамм. И теперь постепенно в несколько приемов я буду добавлять муку и смотреть по консистенции. Сначала перемешиваю венчиком. Затем ложкой. Так удобнее. Тесто должно получиться не жидким и не твердым. Средней консистенции. Если оно будет мягким, оно будет разваливаться при раскатывании. И теперь я все это замешиваю руками. Тесто не липнет к рукам. Получается достаточно мягким, но тем не менее и твердым. Накрою и оставлю на расстойку на 1,5 часа в теплом месте. Вот так тесто подошло. Посмотрите, какое оно красивое. Во время расстойки я его 1 раз обмяла. Стол присыпать немного мукой и раскатать тесто в прямоугольный пласт. Не очень тонко, но и не толсто раскатывать. Вот так примерно получилось. И теперь наносим примерно половину сливочного масла. Наносим аккуратно, чтобы не порвать тесто. Можете размазывать или лопаткой, или ложкой. Ложкой, конечно, удобнее. Все хорошо, толстым слоем намазали. И теперь свернем.
Еще раз половина намажу. Еще раз сверну вот в такой прямоугольник. И убрать или в морозилку на 10-15 минут, или в холодильник минимум на полчаса. Спустя полчаса я вынимаю тесто и раскатываю его в прямоугольник. Наношу на поверхность оставшееся сливочное масло, хорошо распределяя по всей поверхности, немного не доходя до краев. И теперь сворачиваю в рулетик, хорошо прижимая каждый раз. Хорошо прижать, еще раз свернуть пополам и убрать опять в холодильник минимум на 2 часа или в морозильную камеру, опять же на 15 примерно минут. Спустя 2 часа. Посмотрите, какое тесто получилось, сколько в нем слоев. Оно воздушное, нежное, мягкое. Это просто заглядение и красота, а изделия из него получаются бесподобно нежными и хрустящими. Спасибо за просмотр, до новых встреч!